Осталось 100 километров до Тронхайма. Жарко. Останавливаемся каждые километров 80, наверное. В общем, скоро приедем. Решили отъехать от кемпинга немножко, потому что там не было столика около палатки. И приехали на пикничок. Вот, насобирали черники и съели яичницу. И сейчас пьем кофеек. Место классное. Приехали на Атлантик Роуд, но, к сожалению, сегодня стоит туман и тучи, и гор не видно вообще. Зато не жарко. 22 градуса, замечательная погода. Ой, как красиво. Идем смотреть камни. И заодно ищем красивый вид на мост. Что можем сказать? Мы приехали на пьяный мост, который находится на The Atlantic Road. И здесь просто до хрена туристов. Такая же херня, как в Греции была. На севере такого говна не было, конечно. Мы уже второй день едем по средней части Норвегии. Здесь куча туристов, куча автодомов. Кемпинги переполнены, парковки переполнены. Неинтересно. Еще по-прежнему красиво, но уже очень и очень неинтересно. Слишком много людей, пошли города, уже хочется отсюда вырваться поскорее. Хотя природа шикарная. Вот. Ну, сейчас мы поедем в горы, надеемся, туда поедет меньше народу.
Доброе утро. Какое прекрасное утро сегодня. Светит, солнце освещает стену. Просто прекрасно. Всю ночь лил дождь, на мотоцикле поставили под навес. И такой ливень был, так классно было. Вообще замечательно, мне кемпинг очень понравился. Я думаю, если мы будем проезжать здесь, надо будет где-то остановиться. Обязательно остановимся еще раз. Вот, сейчас по плану едем на лестницу троллей. Правильно это называется, лестница троллей? Хотя в путеводителях встречается дорога троллей. Ну, правильно, лестница. Ну что, Пашка, ты готов? Окей. Поехали! Какой день прекрасный. Даже не верила, что сегодня может быть хорошая погода. Но солнышко светит. Пока, до свидания. Походу, дорога закрыта. Непонятно, что случилось, потому что вчера она была открыта, а сегодня все стоят. Непонятно, она закрыта временно, может подождать часок. Либо, в общем, такая ситуация. Вчера шел дождь на лестнице. То ли было 2 машины, ну, может, больше было, не знаю. Но начался камнепад, они попали в автомобили, камни, и вроде как даже пострадали водители. Мы сейчас подъехали прям к шлагбауму, там, где закрыли дорогу. Там никто ничего не говорит. Нашли статус в интернете. Есть специальный сайт, где можно посмотреть, какие дороги открыты, какие дороги закрыты. И на сайте была информация, что дорога закрыта и откроется в 3 часа дня. В лучшем случае. Может и не откроется. На месте сейчас работают геологи, обследуют, вообще безопасно ли ехать по этой дороге, можно ли возобновлять движение. К слову, дорога троллей открыта, лестница троллей открылась только в этом году, но 3 года до этого была закрыта как раз из-за угрозы камнепада. То есть это не первый случай. Вот. Ну, даже если дорога в 3 откроется сегодня, это слишком поздно, мы уже не успеем ничего посмотреть, поэтому мы продолжаем движение по маршруту. У нас по пути еще много красивых. И приедем в следующий раз. Я надеюсь, ее откроют. Только что встретили шведа, который несколько лет уже не может туда попасть, потому что дорога была закрыта. Приехал, узнал, что дорога открылась, обрадовался, поехал, и вот она опять закрылась, и он не успел. Такие дела.
Дерево покрывают специальным составом, чтобы оно не разрушалось под действием природных погодных условий. Вот, и церковь становится постепенно, этот раствор окисляется, и церковь постепенно становится черная. Вот здесь видно, что не совсем черное тут дерево. Их покрывают дегтем. Реставрацию производят раз где-то в 5-10 лет. И чем больше слоев наносят, тем чернее становится церковь. Паша поехал на покатушке на гору. Я не очень захотела, потому что там гравийка, а у меня резина немножко не приспособлена под такие условия. Я на грунте проскальзываю. Вот. Ну, я спокойно еду, но здесь дорога идет достаточно вертикально вверх, с резкими поворотами. И мне дискомфортно. Плюс она еще после трактора очень сильно трясет. В общем, я пока тут разместилась на местечке на верхнем плато, а Паша поехал дальше. Из интересного там платная дорога. 50 стоит норвежских крон. И вроде как наверху еще есть шлагбаум, который может быть закрыт. В чем прикол этой горы? Наверху есть обзорная площадка, и оттуда прекрасный 360 градусов вид. Но я надеюсь, Паша снимет замечательные кадры оттуда. А я пока посижу. Немножко про ситуацию с лестницей троллей. Как я и говорила, она была закрыта в то время, когда мы должны были ехать наверх, и открылась только в 3 часа дня. Но, к сожалению, в 3 часа дня мы уже уехали. Вот, я расстроилась. Это был один из ключевых пунктов нашей поездки. И дорога была закрыта несколько лет. Сейчас она открыта, но вот из-за этого камнепада часть дороги опять закрыли на короткий промежуток времени. Закрыли где-то в 12 ночи и открыли в 3 часа дня следующего дня. И я расстроилась немножко. Ну, будем надеяться, что нам не нужно было туда ехать, потому что все-таки мало ли что. Камень прилетит, нам это не надо. Приедем обязательно в следующий раз. Вообще регион прекрасный, очень нравится тут. Классные, красивые горы. И что мы заметили, что чем южнее едешь, тем больше людей становится, тем больше туристов, туристических автобусов и просто индивидуальных туристов на кемперах, просто на машинах с палатками. Конечно, ситуация очень сильно разнится с тем, что было на севере. На севере было просто прекрасно, просто замечательно, потому что людей не было почти вообще. Были в основном мотоциклисты и люди, которые просто хотят созерцать прекрасное молча. Вот здесь очень шумно, все разговаривают.
Вот, какие у нас планы сейчас? Мы едем смотреть еще одну ставкирку. Скорее всего, она будет уже закрыта, потому что обычно они работают до 7 часов. А сейчас уже 6:30. Вот, нам ехать недолго, но, наверное, уже не успеем. Нам еще в магаз заехать за какими-то минимальными продуктами, потому что мы подъели все свои запасы, наконец-то. Вот, так что у нас осталось совсем мало запасов, буквально там чуть-чуть. И нам нужно купить какое-то мясо, возможно, будем делать лосось. Вот, еще посмотрите, какая классная ферма. Может, это и не ферма, я не знаю, но похоже на ферму. Крыши с травой. Здорово. Против солнца. Но зато освещает тебя красиво. Моё. Там вот в клетке бордер-колли сидит. Сидит и ничего, и не рыпается. Не воет даже. Ну, мы собрались. Да. Готовы выезжать. Сегодня останавливались в таком кемпинге около озера. Очень красиво, живописно. Но, к сожалению, нет тенька вообще. Уже к 9 утра было очень жарко. Собака гуляет. Тут много очень с собаками людей на кемперах, на машинах, на обычных. Вчера мы посмотрели кирку в Ломе, потом заехали на гору. Решили уже никуда не ехать, съездили в магазин. Почилили. Вода белая аж. Да, Затопила, смотри, берега. до берега. Я думаю, можно было поплавать, но вчера уже как-то не до этого было. Рановато приехали. Что сейчас? Посмотрим еще одну ставкирку и поедем в сторону Швеции потихоньку. Прекрасный регион. Пока что не сильно жарко, но солнце напекает. Я думаю, вчера было 32 уже. Я думаю, сегодня тоже будет жарко. Прогнозы солнышко. Так, ты меня просила рассказать про крещение. Да, расскажи. Вот у скандинавов были там Один и все такое. Ну, это древнегерманский эпос. А потом и начинают церкви появляться. Вот. Прикольная штука, что было у скандинавов, то, что у них не было духовенства, так, отдельного сословия. Там, шаманов или, не знаю, там, священнослужителей, там, друидов каких-то своих. То есть у них вождь, условно, или там глава клана, глава семьи исполнял сам все эти обязанности. Вот они отсюда доплыли до Англии. В смысле, скандинавы до Англии доплыли? Да. Разграбили. Смотрят, монастыри богатые, монахи там ни от кого не прячут. Ну и, короче, стали они приезжать сюда. Земли в Англии более плодородные. И викинги были не просто разбойниками, они были колонизаторами. То есть с кем-то торговали, где-то оседали, образовывали свои, не знаю, перевалочные базы или фактории. Допустим, как было с Полоцким княжеством. Корабли в Черное море идут,
отсюда. Где-то эти корабли нужно чинить, где-то должны быть стоянки. Вот они организовывали сеть кемпингов, скажем так. И одним из таких кемпингов был Полоцк. Полоцк наш Полоцк? Белорусский? Да, наш Полоцк, да, белорусский. Рогволод, он же Рёнгольд, великий князь. То есть это был чувак с дружиной. Вокруг, конечно, местные чуваки жили там, приносили покушать, не знаю, там овец разводили, еще кого-то, хлеб сажали. А эти обеспечивали им безопасность, плюс держали вот эти перевалочные базы. И оседали они так везде, где появлялись. И если ты живешь с местным, ты рано или поздно, ну вот среди христиан, ты же с ними общаешься. Нужно, не знаю, там иногда женишься, иногда нужно вести какие-то торговые дела. А христиане такие, не беды, чувачки говорят, хотите с нами торговать? Или, допустим, хотите, чтобы мы вам отдали вот этот кусок земли, чтобы вы здесь жили? А давайте-ка вы креститесь. Ну, сначала начинали с вождей. Крестится один, потихоньку начинают креститься. Кто-то верил проповедникам, кто-то, потому что это было выгодно, потому что если ты крещеный, на тебя люди из христианского мира смотрят уже по-другому. Ты уже свой для них. Конечно, трохи грубоватый, бандит вообще-то, но свой, с крестом. Вот, потому что если ты язычник и безбожник, тебя в целом бы надо убить. Да у тебя богов много, у тебя может быть много вождей, много разных мнений. А когда у тебя бог один, у тебя один правитель, выгоднее централизовывать власть в одних руках. Одна страна, один правитель, один бог. И правитель еще богом данный, как правило. Это под это получается, дело... что если ты против правительства, то ты против Бога. Да, все так. И значит, тебя можно воевать. И вот как раз с этого времени, с крещения, начинается потихонечку централизация власти в Скандинавии. На улице 32 градуса. Мы заехали покушать. И до границы осталось 100 километров, приблизительно до границы со Швецией. Жарища невыносимая. Просто солнце палит, ветер вот даже не на крошечку не холодненький. Такой горячий, такой знойный, отвратительно. Очень-очень жарко сегодня. Когда ехали там вдоль воды, еще более-менее нормально было, но сейчас уже все. Как будто бы не в Норвегии, а где-то, не знаю, в Юго-Восточной Азии. Sorry. С настоящим калдером. Носит он тебе цветы, представитель оплаты. Я страдаю от любви, вось такая сила. И ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
идет Атлант. Ну как ты? Прекрасно. Держи. Это Сыктывская городская ратуша. Маленькая-маленькая, но зато золотой короны. И маленькая, но гордая. Чё, Канунт сам себе при жизни камень поставил. Пашка задумался. Пошли посмотрим.